Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Я собрала подборку из 5 разных видео с очень вкусными и быстрыми праздничными десертами, которые делаются абсолютно без выпечки из самых простых и доступных продуктов. Очень эффектный карамельно-шоколадный десерт. Десерт без выпечки, который готовится очень просто и очень быстро. Всегда получается, можно использовать различные наполнители здесь. Все покажу и расскажу в данном видео, и сначала приготовим карамель. Здесь у меня 200 грамм сахара, я ставлю на огонь, на очень умеренный огонь. 180 миллилитров сливок, 30% жирности я довела до кипения и добавила туда щепотку соли. И сняла с огня и отставила пока что. Сахар начинает потихоньку плавиться, из боков я слегка его начинаю пододвигать к центру. Ничего здесь я пока не перемешиваю. Еще раз повторяю, на очень умеренном огне я все это делаю. Сейчас моя задача, чтобы сахар полностью растворился. Когда сахар растворился, я добавляю туда 100 грамм сливочного масла. Здесь у меня 82% жирности у масла. Все это просто перемешиваю. Сейчас у меня плита полностью выключена. То есть в горячей карамели масло полностью разойдется. И туда же я сейчас вливаю все горячие сливки. И опять все очень хорошо перемешиваю. Еще раз повторяю, что плита у меня выключена на данный момент. Как только прекратится вот это бурное шипение, я опять включаю сейчас плиту на умеренный огонь и провариваю карамель примерно 1,5–2 минуты, но это очень примерное время, до температуры 106 градусов Цельсия. И карамель готова. Я ее снимаю сейчас с огня. Переливаю ее в жаропрочную емкость, где она у меня просто будет остывать. Сейчас до комнатной температуры. Видите, ничего не подгорело. Все, карамель вот такого цвета должна получиться, то есть ни в коем случае не темнее. Итак, карамель у меня остыла до комнатной температуры. Я ее сейчас перекладываю в кондитерский мешок. Карамель можно также приготовить даже за неделю заранее. Хранить ее можно в холодильнике, в обычном, хорошо, плотно закрытом герметичном контейнере, и ничего с ней не случится. Но перед использованием ее нужно просто прогреть до комнатной температуры. Здесь я беру 200 грамм любого песочного печенья. Вы можете также использовать и шоколадное печенье. Конечно же, девочки, у кого есть шапочки от шоколадных бисквитов в морозилке, используем остатки шоколадных бисквитов. Но у многих нету их, и поэтому я показываю с печеньем. Ложку столовую какао-порошка для выпечки я обычного добавляю. Можете добавлять 2 ложки. Это все по желанию. Можете использовать просто шоколадное печенье. Но, на мой взгляд, именно с какао-порошком получается гораздо более влажная такая основа. Добавляю 50 грамм растопленного сливочного масла. Также все просто перемешиваю. И отставляю пока в сторону. Сейчас приготовим крем. Здесь 300 мл очень охлажденных сливок для взбивания не менее 30% жирности, 16 грамм ванильного сахара, 30 грамм сахарной пудры и взбиваю сейчас до устойчивых пиков. Перекладываю буквально 3-4 ложки отдельно в кондитерский мешок с насадкой и отставляю пока в сторону. В оставшиеся сливки я добавляю 200 грамм также очень хорошо охлажденной сметаны. Здесь у меня сметана жирная, 30% жирности. И просто все это взбиваю до однородности. Крем будет менее держать форму, чем предыдущий. Это нормально. И начинаю сборку десерта. Стаканы здесь у меня 250 мл. Утрамбовываю 2 столовые ложки крошки. Вполне кондитерский мешок сметанным кремом, теперь сливочно-сметанным. Отсаживаю на крошку. Старайтесь так отсаживать, чтобы слой красиво прилегал у вас именно к стенке стакана.
И выкладываю сейчас орехи. Орехи здесь у меня карамелизированный фундук. Можно брать просто обжаренный измельченный фундук. Можно брать арахис. И тогда у вас будет, допустим, десерт уже сникерс на вкус. То есть здесь можете и грецкий орех использовать, что вы любите. Миндаль можно, конечно же, брать. Выкладываю опять сметанный крем. Закрываю все это карамельным слоем. Здесь эта порция рассчитана на 6 вот таких стаканов. Десерт получается объемный, большой. Вы можете использовать только половину этого. То есть также брать, допустим, на 6 более мелких стаканов и использовать все эти ингредиенты только в один слой. Просто чтобы вам сориентироваться по ингредиентам. Здесь взбитыми сливками украшаю и конфетой. Конфета здесь покупная, готовая. Сразу отвечаю на вопрос, потому что часто задают по конфетам в комментариях. И получается вот такой замечательный, очень быстрый, необыкновенно легкий и вкусный десерт. Сметанный крем очень хорошо пропитывает эту шоколадную прослойку. В принципе, этот десерт можно даже не убирать в холодильник, а сразу подавать. Покажу вам один из самых распространенных тортов без выпечки, самых любимых, я бы сказала, торт Сникерс. Именно тот вариант, который уже можно будет хорошо разрезать через 3 часа буквально после приготовления. В данном торте нам не понадобится ни духовки, ни сковороды. Делать мы его будем на основе печенья. 2 подробнейших рецепта на такие основательные, очень вкусные торты Сникерс есть на моем канале. Один с безе с прослойкой, один с карамельной прослойкой. А сегодня вот показываю торт без выпечки. Для коржей нам понадобится 400 грамм печенья, 200 грамм шоколада 40% у меня, 30 грамм масла сливочного и 70 миллилитров молока. Для крема 400 грамм сгущенного молока вареного, 180 грамм масла и 200 грамм арахиса. Арахис у меня покупной, обжаренный уже и слегка даже соленый. Я люблю, чтобы всегда в сникерсе чувствовалась соленая нотка. И поэтому я всегда беру уже готовый арахис. Сейчас огромное количество фирм-производителей, которые производят очень хороший арахис. Если же у вас нет покупного хорошего арахиса, обязательно обжарьте его перед тем, как добавлять в этот тортик, потому что сырой арахис абсолютно не подходит для этого. Итак, во-первых, мы сейчас приготовим основу для так называемых коржей. Мы измельчим печенье либо в измельчителе, как я это буду делать, либо просто с помощью пакета и скалки. Делается это все очень быстро. И получается, результат будет очень хороший. Здесь я приготовлю сейчас шоколадный ганаш. Подробный рецепт ганаша, как им работать, есть на моем канале, который не крошится и при нарезании. Очень удачный. Я измельчаю сейчас плитку 200 грамм и буду нагревать ее в микроволновке и также 30 грамм сливочного масла. Вы же это можете все сделать на водяной бане, если у вас нет даже микроволновки. Все это можно сделать из очень подручных средств. Также 70 миллилитров молока у меня здесь, они комнатной температуры. Вот это количество продуктов я сейчас озвучиваю на торт диаметром 20 сантиметров. Вот именно 20-сантиметровый такой стандартный тортик. Все это я просто перемешала вилкой и буду вливать весь ганаш, вот эту всю шоколадную смесь, в крошку из печенья. Делается все это очень быстро. Слегка замешиваю сейчас силиконовой лопаткой и потом перемешиваю просто рукой. Масса должна получиться на выходе такая, из которой можно уже что-то будет слепить. Масса это очень хорошо поддается формированию. Вы можете что-то из нее сформировать. И в принципе она очень хорошо у нас потом будет выравниваться в так называемом тортике. Вот именно пропорции, которые я даю, они очень хорошие. Теперь я выставляю уже кондитерское кольцо на 20 сантиметров. Вы же можете взять форму с дном, любую, какая у вас есть. Я же делаю вот в разъемном кольце. И выкладываю половину нашей заготовки из печенья и шоколада, просто распределяю на дне формы. Сейчас я все это просто разравниваю ложкой и утрамбую потом стаканом. Она, видите, очень податливая эта масса, она очень хорошо разравнивается. В холодильник перед этим мы не убираем ни в коем случае ее, а она у нас должна быть при комнатной температуре стоять. Вы можете заранее приготовить крем. Я же просто здесь показываю все вот как в
последовательности. Масло у меня здесь 180 грамм. Я слегка его прогрела импульсами несколько секунд в микроволновке. И сейчас оно у меня где-то температура 24 градуса Цельсия. Это важно в зимнее время года. В летнее это не нужно делать. Масло сейчас взбиваем минуты 2. И ввожу туда всю вареную сгущенку. Вы же можете брать меньше масла, но крем тогда будет менее стабильным. Вы можете взять, допустим, буквально половину от этого количества, 90 грамм масла. Но крем будет такой жидковатый. И вам понадобится не менее чем 8 часов, чтобы стабилизировать данный тортик. Я же буду его нарезать уже через 3 часа. В готовый крем я добавила арахис, просто перемешала все это лопаткой. И теперь распределяю по коржу, по нижнему. Половину крема нужно выложить. И просто также силиконовой лопаткой. Вы же можете это все делать ложкой, даже если у вас нет силиконовой лопатки. Крем вот в данной пропорции с маслом разравнивается очень хорошо. Здесь не нужно бояться, что он у вас будет тянуться за лопаткой или еще что-то. И также я выкладываю вторую порцию крошки с шоколадом, выкладываю просто поверх крема. Распределяется она очень хорошо. Главное, не убирайте ни в коем случае ее перед этим в холодильник, чтобы шоколад у вас не схватился. Все это должно стоять у вас при комнатной температуре. И просто также стаканчиком я все это разравниваю. Это делается буквально какие-то минуты. Теперь я выкладываю оставшуюся половину крема и в принципе также выравниваю. И на данном этапе я ставлю на то время, пока я буду готовить глазурь, для нанесения поверх этого крема просто ставлю в холодильник. Для глазури мне понадобится 100 грамм шоколада сливочного. Здесь у меня 40%, не черный, вы же можете и черный взять. 35 миллилитров молока и 15 грамм сливочного масла. Масло с шоколадом я прогрела в микроволновке и соединяю с молоком комнатной температуры. И все, смесь уже готова. Очень быстро это все делается. Тот же самый принцип, просто вдвое меньше, чем я делала для крошки из печенья. Выкладываю все это уже на слой крема и аккуратненько распределяю просто лопаткой. И теперь смотрите, я убираю на час в холодильник, и вот через час его можно, в принципе, уже вот так вот вырезать из кольца ножом. Вы же можете кольцо сначала ацетатной пленкой простелить. Но сегодня показываю специально даже для тех, у кого нет ацетатной пленки, либо же файлами для документов. Вот сегодня показываю такой эксперимент экстремальный, что вот через час я его достала, специально, чтобы показать вам. Здесь я не использовала ни ацетатную пленку, никакую другую пленку. И все это работает, потому что масляный крем здесь у меня со сгущенкой достаточно такой стабильный. Украшаю остатками арахиса. Сейчас у меня тортик простоял в холодильнике уже 3 часа. От начала, как я его собрала, покрыла глазурью, вот прошло ровно 3 часа. И вот так он уже превосходно нарезается. И, в принципе, я довольна результатом. Для тех, кто вообще не умеет пока что печь, или у кого нет духовки, даже сковороды нет, можете вот такой вот тортик сделать, и будут довольны, и в восторге будут как взрослые, так и дети. Сегодня я готовлю маршмеллоу в 2 разных вариантах. Один вариант я буду готовить в виде вот таких снежков, и обычные одним пластом, которые я буду разрезать потом на порционные такие зефирки, из которых можно сделать превосходный рождественский новогодний декор в виде снежинок, рождественской звезды, елочек. Здесь фантазии нет предела. И готовится всего лишь из 3 ингредиентов этот вкуснейший десерт. Здесь я озвучиваю двойную порцию, сразу я хочу сказать, потому что я буду готовить в 2 совершенно разных формах этот зефир. 24 грамма желатина. Желатин у меня хороший. Здесь 140 миллилитров ледяной воды холодной, 140 миллилитров обычной воды комнатной температуры. Это для сиропа уже в ковшике то, что. И 500 грамм сахара. По желанию я добавляю всегда половину чайной ложки лимонной кислоты без горки. Это пойдет в сироп. Вы же можете ее вообще не добавлять, если вы не любите с кислинкой.
Я люблю, поэтому всегда добавляю. Ледяной водой я заливаю весь желатин, и он у меня начинает набухать. Обязательно его нужно перемешать ложкой, что я и делаю, и отставить его в сторону на несколько минут. Итак, желатин я размешала, отставляю его в сторону. И теперь я смешаю все для сиропа. Сироп элементарно готовится. Сахар я отправляю в воду. 500 грамм сахара на 2 порции. На одну порцию, соответственно, в 2 раза меньше. Все точные пропорции я напишу в описании под видео. И половина чайной ложки лимонной кислоты. Все это я размешиваю. И просто сейчас я это поставлю на огонь, чтобы сироп у меня нагревался. Форма у меня вот такая будет: 21 на 24 сантиметра. И вот такие 3 полусферы формы. Для шоколадных шариков, в принципе, мы их всегда используем. Еще такая большая, еще 2 таких снежка огромных я буду делать почти по 7 сантиметров в диаметре. Огромные формы. Смазала водой слегка саму форму, вот эту металлическую, чтобы прилипла к ней пищевая пленка. И пищевую пленку уже я смазываю обязательно силиконовой кисточкой, растительным маслом без запаха. И также вот такие стороны у пищевой пленки, которыми мы будем накрывать наш зефир, я тоже обязательно смазываю растительным маслом. Желатин у меня набух, я его растопила в микроволновке импульсами 1 минуту, буквально по 10-15 секунд. Долго его нагревать нельзя, вы же можете растопить его на водяной бане, но не перегревать его. До кипения нельзя ни в коем случае его доводить. И вот на маленьких оборотах я его начинаю вот так вот взбивать. Слегка пока перемешивать, скажем так. Сироп у меня закипел. Он у меня вот закипел, и буквально через 10 секунд я его сняла с огня. Его не нужно кипятить, сахар уже полностью весь растворился у меня. Я его перемешала, и абсолютно никаких крупинок сахара там не осталось. И вот такой тонюсенькой струйкой я ввожу весь сироп в желатин. Делаем это очень аккуратно, чтобы желатин не свернулся. У меня вот такой апельсиновый ароматизатор. Вы же можете взять любой по вкусу, можете вообще не брать, можете ванильный взять ароматизатор. Я беру апельсин в данном случае, потому что все-таки такое рождественское у меня лакомство будет к Новому году, поэтому хочется что-то такое вот с цитрусами. Вы же можете и клубнику взять, все, что вы захотите. Пока взбивается масса, я все формы, которые у меня полусферы, также смазываю маслом растительным без запаха. У меня подсолнечное масло без запаха. Это нужно сделать обязательно, иначе зефирки наши просто прилипнут, и мы их не сможем никак извлечь оттуда из этих форм. И вот смотрите, взбивала я уже примерно 10 минут всю эту массу. До такой консистенции она должна дойти. Видите? Вот такого вот плана она должна стать. Она держит слегка форму, но не гуще, иначе она у нас не будет наливаться. Сразу же она будет очень устойчивой, мы не сможем ее распределить по формам. Я наполняю сначала 2 кондитерских мешка вот так вот этой зефирной массой. Плотно их просто сверху вот так вот закрываю и откладываю в сторону. В оставшуюся массу добавляю капельку красителя зеленого. Просто мне хотелось елки сделать, ну и там звездочки заодно сделала. И просто перемешала это все. Буквально там полминуты. Масса вот так вот у меня получилась однородная сразу же. И я наполняю ей мою металлическую форму и разравниваю силиконовой лопаткой. Работать здесь нужно очень-очень быстро. Масса, потому что схватывается буквально за какие-то минуты, и здесь медлить вообще нельзя. И убираю все это сразу в холодильник. В холодильник я это убираю часа на 4 точно. И можно и на ночь убрать, то есть лишним это не будет. Но часа на 4 нужно убрать, чтобы масса хорошо стабилизировалась. И в таком виде я все это ставлю в холодильник. Теперь я заполню мои полусферы. Обязательно перед тем, как их заполнять, я промакиваю каждую ячейку одноразовой кухонной салфеткой бумажной, чтобы убрать все излишки масла, потому что в этой форме они обязательно стекут у вас вниз. И вот так вот ровно я из мешка отсаживаю туда зефирную массу. Теперь я наполняю самые огромные мои формы. Здесь нужно будет смотреть, чтобы не было шапок, потому что эти шапки сами по себе не разравниваются, но и чтобы не было сильно мало в этих формах. Обязательно нужно дополнять это остатками зефира. Также я заполняю и самую маленькую формочку. И все то, что у нас будет лишнее, вот где бугорки такие, их нужно удалить, именно шпателем разровнять. Видите, вот бугорок. Это просто нужно аккуратненько убрать шпателем, потому что потом нам будет очень трудно соединить эти 2 половинки. Это нельзя оставлять. Видите, и на маленьких тоже убираю. И вот в таком виде, в принципе, все мои 3 формы я убираю также часа на 4
в холодильник, чтобы они также у меня стабилизировались. У меня 4 часа прошло, и начинаю их извлекать из формы. Они прекрасно держат форму и хранятся несколько дней в герметичном контейнере. Вот так вот нужно снизу слегка как бы вдавить эту форму. Эта зефирка, она сама оттуда отпрыгивает, видите? Она отделяется сама от этой формы. Благополучно очень. Здесь у меня смесь сахарной пудры и крахмала. 1 к 1. По 2 ложки того и 2 ложки того я добавила в столовых, просто чтобы мне было комфортно работать. Буду сейчас каждый шарик мой просто вот так аккуратно обваливать в этой массе. Они идеально держат форму, эти шарики, они очень хорошо склеиваются. Просто вот там на месте стыка обязательно проходимся еще раз пальчиками, чтобы все это зафиксировалось. И шарик готов. Шарик огромный, он 6,8 сантиметра, почти 7 сантиметров, видите? То есть он прекрасно держит форму без всяких диковинных ингредиентов. Всего лишь желатин, сахар и вода. Лимонная кислота и ароматизатор по вкусу. Можете это не добавлять. Он не несет в себе, лимонная кислота, ни ароматизатор, не несут в себе здесь никакой как бы такой смысловой нагрузки, скажем так. Просто для вкуса добавляем. И то же самое проделываем и с маленькими шариками. Также сзади слегка надавливаем пальчиками, и он сам, можно сказать, выпрыгивает из этой формы. Также их соединяем, на месте стыка проходимся еще раз пальчиками и также обваливаем в смеси сахарной пудры и крахмала. Крахмал у меня кукурузный, можете взять и картофельный. Прекрасно держат форму эти шарики, и вот такие снежки у нас получаются. Они прекрасно будут держаться и на торте потом, и перевозятся шикарно. И вот такие зефирки у меня получаются. Радоваться им будут как дети, так и взрослые. Они очень вкусные. С кислинкой такие очень-очень вкусные получаются. Просеиваю на рабочую поверхность смесь сахарной пудры и крахмала. Извлекаю из формы вот этот пласт зефира. И также аккуратно его переворачиваю на рабочую поверхность. Он сгибается, он ни в коем случае не сломается. Он очень такой пластичный. Его можно гнуть в руках. Абсолютно ничего с ним не будет. Также я припыляю его смесью этой сверху и начинаю просто нарезать на порционные кусочки, которые мне нужны. Я хочу сделать вот такие вот снежинки и звездочки из них. Также я хотела елочек побольше сделать, но потом так мне мои снежинки понравились, что решила зеленые снежинки сделать. Ну, здесь самое главное смысл вам показать, что вы можете их также и голубым красителем окрасить. Их можно такими ромбиками нарезать и просто очень хорошо уложить именно на сладкий стол на вашем празднике. Можете просто их квадратиками резать. Тут смысл именно в том, что они всегда получаются без всяких проблем. И, конечно же, у домашних зефирок вкус более мне нравится, чем у покупных. И также вот на елочке можно их порезать. Это я просто показываю тут крупными такими. Но вы их можете и помельче сразу пласты эти резать. Я просто для видео, чтобы вам более понятно было. Я потом их разрежу на более маленькие елочки. И вот такие превосходные зефирки у меня получились. Буквально из 3 ингредиентов. В виде снежинок, в виде звездочек, в виде елочек таких незамысловатых. И, конечно же, превосходные снежки у меня получились. Всего из 3 ингредиентов. В данном видео я готовлю очень вкусный, быстрый лимонный десерт, который освежает лучше, чем любое мороженое. Для этого нам понадобится цедра 1 большого лимона, 180 мл воды. Туда я добавляю 120 мл свежевыжатого лимонного сока, также 150 грамм сахара. Все это перемешиваю. Десерт мы будем готовить без желатина. Очень быстрый, очень вкусный и очень-очень освежающий. 30 грамм кукурузного крахмала. Также перемешиваем, чтобы не осталось комочков от крахмала. 100 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. Здесь у меня 3 желтка. Вы же можете взять 1 яйцо весом 50 грамм без скорлупы. Также добавляем в смесь. И все очень хорошо перемешиваем. И идем на плиту и доводим смесь до кипения. Когда смесь начнет закипать, у нас пойдут такие активные пузыри.
смесь загустеет, и проварите с момента первых признаков кипения еще 30 секунд. Я сняла с плиты и добавляю туда 50 грамм сливочного масла. Все это перемешиваем до однородности, чтобы масло полностью растворилось. И в принципе десерт уже готов. Десерт готовится буквально за несколько минут. Перемешиваем все до однородности и переливаем уже в нужную нам посуду, в которую уже будем подавать десерт. И буквально на час убираем в холодильник для стабилизации. Десерт застывает очень быстро. Если хотите, чтобы похолоднее было, на пару часов уберите. Украшать можете чем хотите. Можете вообще не украшать. Я украшаю просто взбитыми сливками. Со сливками еще вкуснее получается. И вот такой прекрасный, освежающий, необыкновенно вкусный лимонный десерт без желатина у нас получился. Очень быстро готовится. И нравится он как взрослым, так и детям. Очень комфортно его брать ложкой. Сегодня в данном видео я готовлю незабываемо вкусный, любимый миллионами по всему миру рождественский десерт. Это жареный миндаль, как на рождественской ярмарке. Многие думают, что его невозможно приготовить дома. Я же сегодня показываю, что его можно очень просто приготовить дома в самых простых условиях. Итак, 100 мл воды я наливаю в сковороду с тефлоновым покрытием 24 см в диаметре сковорода. 200 грамм сахара. 1 чайная ложка с горкой корицы. Специи здесь можете брать по желанию. 8 грамм ванильного сахара. Вы можете использовать здесь самые любимые свои специи. И имбирь, и кардамон, и гвоздику. Все, что вам нравится. Сейчас я эту массу довожу до кипения. Сахар растворится. Закипела масса. Я всыпаю туда 200 грамм необжаренного и неочищенного миндаля. Сейчас при непрерывном помешивании в сковороде с толстым дном на умеренном огне я довожу эту массу не просто до кипения, а до того состояния, чтобы вся жидкость из нее выпарилась. Лопатку, конечно, нужно брать здесь деревянную, потому что никакая силиконовая лопатка здесь не справится. Жидкость должна полностью выпариться. И сахар должен опять начать белеть на орешках. Это правильно, это так и должно быть. Здесь я еще раз хотела бы упомянуть про специи. Если кто-то никогда не пробовал этот десерт, классический вариант, конечно, всегда делается с корицей и ванилью, как я и показываю в этом видео. Сейчас, когда полностью у меня побелели орешки, я включаю плиту на полную мощность и прожариваю примерно 20 секунд всю эту массу на полном огне. По прошествии примерно 20 секунд я из 9 делений выключаю плиту на 3-е деление и буду вот так вот при непрерывном помешивании обжаривать эти орехи еще примерно 2 минуты. Сахар опять начал плавиться. Это хорошо, это нормально, так это и должно быть. Они должны потерять вот эту белесость, эти орехи, и получить такой очень красивый янтарный оттенок. Сахарная масса также будет слегка засахаренная, но уже не такого белесого цвета. Вот этого мы и добиваемся. И в принципе сейчас мои орехи уже готовы. Так просто и быстро это делается. Сразу хочу ответить здесь на вопрос, часто задаваемый в комментариях, можно ли в такой ситуации использовать другие орехи. Можно, но очень аккуратно, чтобы они у вас прожарились, потому что есть очень крупные орехи. И самый частый, наверное, вопрос касаемо орехов задается всегда по арахису, хотя это и не орехи, но отвечу здесь сразу, потому что арахис наиболее доступный по цене. С арахисом любые специи сочетаются очень плохо. Что здесь можно посоветовать, это добавить только ваниль, иначе вы просто испортите этот десерт. Вообще, конечно, в классическом варианте идет именно миндальный орех. И советую его именно использовать. Миндаль готов. Сейчас я пересыпаю его на противень, застеленный пергаментом бумагой для выпечки. Пергамент у меня силиконизированный.
И это все на ваше усмотрение. Можете на силиконовом коврике его выкладывать. Остывает он очень быстро. Раскладывать его лучше по бумажным кулечкам, потому что, когда мы покупаем такой десерт в супермаркете, конечно, там добавлены агенты, удерживающие влагу. У нас такого нет, мы готовим в домашних условиях. И так же, как на рождественской ярмарке, где миндаль готовят прямо при нас, он также расфасовывается именно в бумажные конвертики. Я также вот сделала такие кулечки незатейливые, бумажные, и можно подарить как великолепный подарок. И десерт совершенно постный, веганский получается. Хранится этот десерт после приготовления вот в таком хрустящем хорошем виде от нескольких дней до недели, в зависимости от влажности в помещении. В идеальном случае, конечно, в герметично закрытой стеклянной посуде, в темном месте, так же, как мы храним безе, или в очень плотно закрытом контейнере. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.